На окраине Медвежьегорска, где старые сосны склоняются к черной воде, стоял дом из серого обветренного бревна. В нем жил Степан Ефимович, бывший лесник, 68 лет. Человек, который решил остаться с тайгой, когда люди от него ушли. После смерти жены он не выдержал городской суеты, продал квартиру и уехал туда, где знали его шаги, к озеру, окруженному реликтовым лесом. Дом его стоял в одиночестве, словно корабль, брошенный на берег. Утро началось с ветра. Снег еще не растаял, но весна уже чувствовалась в воздухе. Степан проснулся рано, вышел на крыльцо с кружкой кипятка. Он любил эти минуты тишины, когда можно услышать, как дышит земля. Вдруг он уловил странный звук, тихий глухой стон. Сердце сжалось. Он поднял взгляд и замер. На опушке стояло огромное темное существо. Медведица. Она дышала тяжело, бок дрожал, а в пасти она держала что-то маленькое, безжизненное. Степан попятился, но зверь не двинулся. В ее взгляде не было ярости, лишь отчаяние, почти человеческое. Старик понял, в пасти у нее детеныш. Маленькое тельце свисало тряпкой. Медведица шагнула к крыльцу, медленно, осторожно, и опустила ношу на снег. Потом отступила и села, тяжело дыша. Снег под ней подтаял от жара. Степан стоял, боясь шелохнуться. Разум кричал: «Не подходи!» Но сердце знало, если он отвернется, этот миг пропадет навсегда. Он сделал шаг вперед. Медведица следила за ним, но не рычала. Он присел рядом с медвежонком. Мех мокрый, на ухе запеклась кровь. Дыхания почти нет. Степан коснулся маленького бока и почувствовал едва заметное биение. «Жив», — тихо сказал он, глядя в глаза матери. Медведица чуть качнула головой. Старик снял с себя шерстяной свитер, завернул в него детеныша и прижал к груди. Он ждал удара в спину, пока шел к двери, но лес молчал. В избе он уложил зверя у печи, промыл рану, попытался влить в пасть теплую воду с медом. Губы не двигались, но Степан шептал: «Пей, маленький, живи». Он сидел рядом до ночи. Медвежонок не шевелился, но дыхание стало глубже. Степан подошел к окну. Луна освещала поляну, и на краю леса он увидел силуэт. Она ждала. «Я помогу», — сказал он в пустоту. «Обещаю». И впервые за долгие годы он не чувствовал себя одиноким. К утру медвежонок очнулся. Когда Степан поднес ложку с водой, шершавый язык слабо лизнул мед. «Ну вот», — улыбнулся старик, — «будем жить». Он связался по старой рации с городом. Через несколько часов приехала Юлия Соколова, ветеринар с егерем Олегом. Войдя в дом, они замерли. Тепло, запах трав и сопение зверя создавали ощущение нереальности. Медведица принесла его сама, и Юлия опустилась на колени перед пациентом. Я слышала легенды, но не верила. Она смотрела рану. Клыки самца. Видимо, кто-то напал на берлогу. Мать отбила, но малыш пострадал. Рана глубокая, но заживет. Вы совершили чудо, Степан Ефимович. Олег, глядя в окно на свежие следы у леса, добавил: «Она все еще здесь. Не уйдет, пока не убедится, что он в порядке». «Берегите его», — сказала Юлия на прощание. «Но помните, он дикий. Не дайте ему стать домашним, иначе он погибнет». Дни потекли своим чередом. Мишка, имя пришло само, быстро шел на поправку. Сначала ползал, потом начал неуклюже вставать на лапы. Он был забавным, любопытным, и смех Степана, забытый в этом доме, снова зазвучал в стенах. Вечерами, когда Мишка спал у его ног, Степан рассказывал ему о своей жизни, о жене Марфе.
Она бы тебя любила», — говорил он, гладя жесткую шерсть. «Говорила, что у зверей душа чище, чем у нас». По ночам медведица приходила к дому. Степан чувствовал ее присутствие, выходил на крыльцо и просто стоял в темноте. Между человеком и зверем установилось молчаливое перемирие. Прошел месяц. Мишка окреп, превратился в сильного подростка. Он уже не был беспомощным комочком. Юлия, приехав, снова покачала головой. «Степан Ефимович, пора. Он привыкает к вам. Еще немного. И вернуть его в лес будет нельзя». А через неделю нагрянули инспекторы из лесной охраны. Строгий мужчина с папкой заявил: «Поступил сигнал. Вы держите дикого зверя. Это незаконно и опасно. Мы обязаны его изъять и отправить в реабилитационный центр». «В клетку?» — глухо спросил Степан. «Он там умрет от тоски. Его мать ждет здесь». «Закон есть закон», — отрезал инспектор. «У вас 3 дня на сборы, потом приедем с машиной». Когда они уехали, в доме повисла тишина. Мишка подошел к хозяину, ткнулся носом в ладонь, чувствуя его тревогу. Степан всю ночь не сомкнул глаз. Он понимал, отдать друга в клетку значит предать то доверие, которое оказала ему медведица. На рассвете он принял решение. «Мы едем», — сказал он Мишке, — «домой». Он собрал сани, одеяло, мед, ветки хвои, чтобы пахло знакомо. Они шли долго, проваливаясь в талый весенний снег. На каждом повороте Степан оглядывался на дом, чувствуя, как отрывает от сердца кусок жизни. К полудню они добрались до урочища у озера Онева, туда, где начиналась глухая чаща. Степан остановился. «Здесь». Он выложил припасы. Мишка поднял нос, втягивая воздух. Ветер принес запах, влажный, родной. Из чащи донесся низкий вибрирующий звук. Степан поднял глаза. Там среди елей стояла она, неподвижная, мощная. «Иди», — голос старика дрогнул. «Мама ждет». Мишка посмотрел на него. В его глазах было понимание. Он сделал шаг, потом еще один. Оглянулся, тихо фыркнул, прощаясь, и побежал по насту. Лес принял его. Медведица и медвежонок скрылись в тенях деревьев. Степан стоял, пока не стихло эхо. Потом снял шапку, посмотрел в высокое весеннее небо. «Пусть будет так. Спасибо, что был со мной». Дом встретил его пустотой. Первое время было невыносимо тихо. Старик по привычке ставил вторую миску, просыпался от каждого шороха. Ему казалось, что все это было сном. Но весна брала свое. Снег сходил, лес наполнялся птичьими голосами. Однако история на этом не закончилась. Однажды утром, выйдя на крыльцо, Степан увидел следы. Округлые отпечатки лап вели от леса к дому и обратно. Снег был свежий. «Помнишь?» — улыбнулся он. С тех пор он стал оставлять на пне у опушки угощения. Иногда оно исчезало, а в начале лета на закате он увидел их. На краю поляны в высокой траве стояла медведица, а рядом крупный лоснящийся молодой медведь. Мишка. Он встал на задние лапы, посмотрел в сторону дома и издал короткий звук, похожий на приветствие. Степан вышел на крыльцо. Он не стал подходить. Между ними лежала полоса луга, граница 2 миров, которую они научились уважать. «Здравствуй», — тихо сказал он. «Вижу, ты в порядке». Они постояли так минуту, глядя друг другу в глаза через расстояние. Потом звери развернулись и неспешно ушли в чащу. На следующее утро на крыльце Степан нашел подарок. Аккуратно сложенную кучку, веточка кедра с шишкой, несколько крупных камней и пучок лесных ягод, вырванный с корнем. Это не могло быть случайностью. Лес оставил свою благодарность. Степан взял шишку в руки, вдохнул смолистый запах. Одиночество ушло окончательно. Он понял, что теперь он часть этого огромного мира, его хранитель и друг.
Вечером он достал старую тетрадь и записал. Они вернулись не чтобы остаться, а чтобы сказать, что живы. Чудеса приходят не громом и молнией, а тихим дыханием на твоем пороге. Бог не всегда говорит словами. Иногда Он отвечает через природу, через тех, кого мы спасаем, и через теплый след, оставленный на земле. Степан подбросил дров в печь. Огонь весело затрещал. За окном шумели сосны, и в этом шуме старику слышалась колыбельная. Он знал, где-то там, в глубине тайги, бьется сердце, которое он согрел, и это тепло теперь хранит его самого. Если вы верите, что добро никогда не исчезает бесследно, просто посмотрите на лес и послушайте его тишину. В ней скрыты ответы на все молитвы.